Приветствую! С вами Хики. Сегодня я предлагаю вам топ анимешек. Здесь не будет таких банальностей, как Наруто, тем более Боруто, Хвост Феи, One Piece или Гинтама. Потому что популярность, массовость – это не всегда признак лучшего. Каждый сезон выходит что-то новое, занимает первые места, а потом забывается, не выдерживая испытания временем. Еда на один раз, фастфуд. Я отобрал вещи, которые хочется пересматривать. Они отличаются от общего потока и остаются в памяти даже спустя время. Их отличает нечто особенное помимо графики, превозмогания и фан-сервиса. Постарался учесть и женские, и мужские вкусы, так же как и жанровое разнообразие. Поехали! На 10-м месте у нас аниме «Любовь и ложь». Относительно новое, вышло в 2017 году. Так что любители новой рисовки будут довольны. Главные герои школьники, но подождите, оно не банальное. По сюжету рождаемость в Японии стремительно падала, и потому государство взяло на себя роль свахи. Оно анализирует данные молодых людей и подбирает самую лучшую пару. По статистике, такие браки чаще всего оказываются счастливыми. Хотя, большинство людей довольны подбором себе жены или мужа, можно и отказаться. Юкари Неджими давно влюблен в свою идеальную одноклассницу, но она слишком популярна и хороша для него. Наконец, он решает признаться, но вскоре приходит письмо с именем его суженой. Он был счастлив узнать, что это та самая девушка, в которую он влюблен, но вдруг выясняется, что в системе произошла ошибка. Аяшу предстоит выбор, послушаться совета системы или слушать свое сердце. Красивые девушки прилагаются. Но есть и пикантная деталь, которая понравится многим девушкам. В главном герое заинтересованный лучший друг. Он красив, популярен, надежен. Казалось бы, шансов нет, но в продолжении, которое можно прочитать в манге, есть и йойни сцены. Качественная романтика, красивая рисовка, необычный сюжет. А вы бы хотели, чтобы ввели такую систему? И не нужно было тратить время на поиск второй половинки. А теперь, снова 10-е место и романтика. Я решил разделить его между двумя аниме. Топ-10 звучит лучше, чем 11. На сей раз комедии я требую Йоэ. Гаремник отличается своим сюжетом. Сёрину Макайо, толстушка его ищет Сеа, на которую никто не обращает внимания. Она впадает в депрессию из-за смерти любимого персонажа аниме, теряет вес и вдруг превращается в красавицу. Одноклассники влюбляются в нее и начинают ухаживать. Зрительницам предлагаются парни на любой вкус. А парней наверняка заинтересует, что среди кандидатов на сердце Кайо есть девушка. В прошлое аниме завезли яой, а в это Юри. Но главное достоинство «Я требую Йоэ» — это юмор. Куча гейских шуток и нелепых ситуаций. Аниме принесло мне много положительных эмоций, несмотря на то, что начинается довольно глупо. Обычно в гаремниках персонаж влюбляется во всех, а здесь героиня никак не хочет поддаваться соблазну. Вышла в 2016 году, рисовка довольно новая. Советую любителям комедии, романтики, Йоэ и Юри. 9-е место. Думаю, в топе никак не обойтись без этих гаремника. Не секрет, что большинство парней смотрит аниме из-за горячих сцен с красивыми девушками. Но у Диарс, по крайней мере, есть индивидуальность, хотя бы в плане рисовки. На Аяша, фигурально выражаясь, падает космический корабль с инопланетянками-рабынями. Землянам быстро полюбились Диарс за их красоту и характер. Только посмотрите на их форму. И только такая ничего не хочет о них знать. Но именно этого Аяши почему-то выбирает Рен своим хозяином и преследует. Глаз радуют необычно нарисованные девушки в ошейниках. Аниме вышло в 2004 году, я смотрел его где-то в 10-м, но оно запомнилось и не единожды тянуло пересмотреть. Хорошее аниме, но мало кому известно. Уже хочется такую рабыню. 8-е место. Атака титанов. Наверное, все слышали об этой анимешке, поэтому не буду много говорить, но не упомянуть не мог. Нас знакомят с необычным и пугающим постапокалиптическим миром, где люди безжалостно истребляются безумными гигантами. Мрачность и загадочность притягивает. Нас ожидает множество тайн и открытий, захватывающих сражений, проявлений героизма и самопожертвования. Никогда не знаешь, кто выживет в следующий раз. Может стать страшно, но бросать не хочется, ведь нужно узнать тайну ключа, титанов и загадочной комнаты. 7-е место. Полноценная жизнь в сети. Тайтл 2017 года. Рисовка красивая, хоть и местами простовата. Нечасто главными героями делают хикикамори.
Если вы кики и ищете подобную годноту, это для вас. Морика Мариока потеряла работу и больше ничто не отвлекает ее от того, что по-настоящему радует. Она обожает жизнь в онлайн-играх. Мрачноватая затворница с печальным видом, необычными бровями и давно не стриженными волосами создает себе персонажа-мужчину. Она находит себе друзей в интернете и очень милую девушку, которая начинает что-то чувствовать. Вот только она девушка, играющая за парня, а по ту сторону экрана сидит парень, играющий за девушку. Тонкий налет Юри, но в целом это обычный гет. Конечно, концовкой многое испортили, но аниме все равно хорошее. Советую любителям онлайн-игр и затворникам. А находили ли вы в сети настоящих друзей? Шестое место. Самурай Икс. О воине со шрамом ходят целые легенды. Его мастерство владения мечом никому не превзойти, но он загадочно исчез. Кто узнает в этом добром, с наивными глазами парне Кёнши, отягощенного многими потерями и кровавыми сражениями того самого воина? Ведь он отказывается убивать своих противников и пользуется тупым мечом. В даджо Каори он находит приют, друзей и искреннюю любовь девушки, ради которых готов сражаться и преодолевать трудности. Историческое аниме, из которого можно даже почерпнуть немного познавательного. Кровавые сражения, интересные приключения, сюжет, юмор, немного романтики. Мирные дни сменяются опасностью и встречами с очень сильными врагами. Несмотря на наличие драмы и жестокости, очень доброе аниме, после которого многие полюбили японскую культуру. Пятое место. Black Rock Shooter. Тайтл, снятый на основе песни Vocaloid. Наверное, многие видели арты по этому аниме. Девушка с хвостиками серьезная в готичном наряде. Аниме показывает жизнь в нашем и альтернативном мире. Девочки учатся дружить, вливаться в общество, справляться с трудностями, а в параллельном мире нет ничего, кроме сражений и копий, живущих инстинктами. Красивая рисовка, сюжет, наполненный смыслом, психологичность, немного юрийной романтики. Эпичные сражения, интересный дизайн. Стрелок с черной скалы понравился мне своей мрачноватой атмосферой и качеством. Придется немного подумать над сюжетом, на блюдечке не подадут. И не доверяйте так просто психологам. Четвертое место. Кровь виновной собаки. Постапокалиптическое красивое аниме с симпатичными и интересными героями. Атмосферное, с хорошим подбором цветов, прорисовкой неба, экшеном. Неплохой саундтрек. На улицах царит анархия. Токио превратился в руины и на улицах кишат бандиты всех мастей. Акиру зарабатывает на жизнь, участвуя в уличных драках за деньги. Его арестовывают и предлагают свободу, если он вступит в смертельную игру. Привычный ход жизни нарушился, и теперь он должен победить главу преступной банды. Суть игры в сражениях с противниками за жетоны. Когда будет собрана правильная комбинация, появится право вызвать босса. Аниме с не топовой игре. Фанаты новеллы не в восторге от тайтла, но я в нее не играл, и аниме очень понравилось. Нельзя вместить весь сюжет игры в 12-серийное аниме. Но оно получилось стильным и запоминающимся. Третье место. Мастер Муши. Муши – загадочные существа, невидимые глазу большинства людей. Гинка, взрослый мужчина, не Аяш, странствует по Японии и разгадывает секреты Муши, помогая людям. Каждая история неповторима и загадочна. Необыкновенно спокойное, медитативное, но пугающее аниме. Со своей атмосферой и цветовой гаммой. Заставляет задуматься, очень философское. Не каждый сможет проникнуться, кто-то скажет скучное, но если вам понравится, вы получите удовольствие от этого шедевра. Серьезная вещь, рекомендуется любителям поразмышлять. Кто ценит что-то необычное, не шаблонное и со смыслом? Когда ты постоянно размышляешь, строишь догадки, наслаждаешься новыми ощущениями, зевать некогда, даже несмотря на то, что экшена мало. Второе место. Гангрейв. Это аниме можно условно разделить на две части. До переломных событий, довольно реалистичная о дружбе парней, выросших в приюте, и после, когда герой из обычного парня превратился в орудие мафии с нечеловеческими способностями. Интересный сюжет, классные герои, много экшена, история цепляет за живое и заставляет сопереживать. Глубокая серьезная вещь для тех, кто ищет шедевр, а не юмор и очередной гаремник с Аяшем. Для своего года графика очень качественная и стильная, с красивым опенингом. Аниме оставляет грустное послевкусие. Оно не для всех. Если вы привыкли к хэппи-эндам, вам не понравится, но это шедевр, на мой взгляд, и заслуживает быть в топе лучших. И первое место. Темнее черного. Сразу оговорюсь, что для меня оно закончилось на первом сезоне.
Дальше уже лишнее после такого апогея. Итак, в Японии обнаружили загадочные врата, заслонившие настоящее небо и звезды. А вместе с этим появились контракторы, люди с необычными способностями. Но за каждую приходится чем-то заплатить. Главный герой, Хэй, живет двойной жизнью. Для многих он обычный студент, общительный, улыбчивый и любящий поесть. Но на самом деле он является членом организации, которая устраняет контракторов. Хэй носит стильный плащ и маску. Хладнокровный убийца себе подобных. Ведь он тоже контрактор. Или нет? Каждая серия погружает в мрачноватую атмосферу, раскрывает нечто новое о мире, знакомит с судьбами людей, чья жизнь изменилась из-за врат. И мы узнаем, что же случилось с Хэем, изменило его, чью сторону он выберет, куда пропала его любимая. Ему помогает Инь, кукла, из тех, кого считают лишенными души и эмоций. Но так ли это? Щекочет нервы, саундтрек и опенинг очень хорошие. Второй сезон примечателен разве что тем, что действие происходит в России. Можете попробовать найти в нем русскую картошку. На этом все. А как вы считаете, какие аниме должны были попасть в топ?